Как сделать декоративный бочонок и собрать в нем осеннюю композицию, показываю в этом видео. Привет, меня зовут Лилия. Бочонок будет из картона. Сначала из гофрокартона вырезала круг диаметром 15 см. Это будет донышко. И его делаю в 2 слоя. Затем вырезала из того же гофрокартона полосу шириной 15 см. Ребра гофрокартона должны идти поперек длины полосы. Длина должна быть равна длине окружности донышка. Полоску сгибаю по всей длине, а затем приклеиваю к донышку. Края полосы склеиваю в стык. Для этого отмечаю и подрезаю конец. Для надежности стык подклеиваю бумажным скотчем. Получился вот такой цилиндр. Из тонкого картона сделала шаблон. Высота этой фигуры 15 см, а ширина в самой широкой части 3 см. Шаблон вырезаю и по нему из гофрокартона вырезаю заготовки. Всего будет нужно 26 штук. И затем заготовки приклеиваю на боковую сторону цилиндра. Расстояние делаю примерно 2 см. Заготовками заклеиваю всю боковую сторону. Получилось вот так. И теперь всю боковую поверхность заклеиваю бумажным скотчем. Сначала полосками поперек. А затем перекрываю полосками вертикально. Теперь скотч еще раз аккуратно приглаживаю. Теперь измеряю высоту боковины по выпуклости. У меня получилось 16,5 см. Делаю еще один шаблон. По этому шаблону буду делать так называемые досточки. Отмечаю высоту фигуры 16,5 см. А чтобы узнать размеры ширины фигуры, я измерила длину окружности верхней части и в самой выпуклой части бочонка. Эти величины разделила на 11. Именно такое количество досточек будет на боковине бочонка.
И фигура получилась вот с такими размерами, которые вы видите на экране. И теперь закончу подготовку основания бочонка. Акриловой краской закрашиваю его в темный коричневый. А по шаблону вырезала из переплетного картона толщиной 1,5 мм 11 заготовок. С помощью трафарета и акриловой текстурной пасты наношу на все заготовки рисунок, который имитирует рисунок с пила дерева. Когда паста высохла, окрашиваю так называемые досточки в коричневый цвет. И пока краска сырая, влажной салфеткой слегка снимаю краску с выступающего рисунка. Получились вот такие заготовки, которые наклеиваю на основание бочонка. Вроде бы я и рассчитала размеры досточек, но в итоге пришлось вырезать и доклеить еще одну 12-ю, но меньше ширины. Мне кажется, что в итоге это не так и заметно. Из картона потоньше нарезала прямые полоски шириной по 2 см и закрасила в темный коричневый. Эти прямые полоски наклеиваю по центру бочонка. А вот для верхней и нижней линий вырезала 2-сантиметровые полоски по дуге. Вогнутость по центру 6 см, а длина такой дуги – это половина длины окружности горлышка бочонка. Точно такие две дуги нужны и для нижней части бочонка. Когда я их наклеила, получилось вот так. Акриловой краской цвета медь с металлическим эффектом подкрашиваю наклеенные полоски. Делаю это сухой кистью и краску водой не развожу. Акриловым лаком на водной основе покрываю всю внешнюю поверхность бочонка.
И вот такой декоративный бочонок у меня получился. И делала я его для того, чтобы собрать в нем осеннюю композицию. А сначала его нужно наполнить материалом, в котором можно надежно закреплять все цветы и веточки. Если вы делаете из натуральных, живых цветов, то вам понадобится флористическая пена. У меня цветы и веточки будут искусственные, поэтому я использую пенополистирольную строительную плиту. Вырезаю по форме горлышко и скругляю верхнюю часть. Внутрь вложила остатки плиты, а сверху закрепляю получившуюся основу. Так как плита светло-серая, и чтобы она потом не просвечивалась между веточками, закрашиваю ее в темно-зеленый цвет. И основа готова. Для букета буду использовать разные цветы и веточки. Этот букетик роз я покупала в Леонардо. Эту веточку в нашем белорусском гипермаркете, он называется Билд. Эту ветку буквально недавно покупала в Fix Price. И эти зеленые веточки в прошлом году также были в Fix Price. Желтые и красные листочки были в наборе, покупала в Леонардо. И чтобы крепить такие листочки в полистирольную основу, подклеиваю к ним зубочистки. Такие дубовые листочки также были в наборе и тоже из Леонардо. Эти желтые ягодки с веток из Fix Price. Фигурки большой тыквы, а также маленькие из Леонардо. И всю цветовую палитру я подбирала таким образом, чтобы все элементы букета не только сочетались между собой, но и с цветом бочонка. Все веточки, которые в букетах, я срезаю. К отдельным ягодкам и листочкам подклеиваю зубочистки. А при необходимости сделать стебель длиннее, использую проволоку. У меня это флористическая проволока из Леонардо. И собираю композицию. Слежу, чтобы и задняя часть букета была оформлена и не имела каких-то проплешин.
И вот такой осенний букет, для которого я сделала основание в виде бочонка, у меня получился. Пусть для вас осень будет не только теплой, но и красочной. Всем желаю мира и добра. А если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.